Всем здорово, народ! Сегодня будем играть каточку за Найтсталкера, за НС на третьей позиции. Я вот заметил, что на Авераге 6500 очень тяжело найти хорошую тройку. Чтобы кто-то попался на тройке и играл реально на победку, это должно повести. Так, у нас тут выход на руну. Антимаг, видимо, фрик не качал блин, поэтому здесь забирает с ФБшку наш Рубислав. И в идеале еще успеть убить Скаймага, да, он не дотягивается до рунки. Нету ручек, нет конфетки. До второй. По итогу для нашей команды это просто невероятно. Флексовый старт. Во-первых, ХБ у Рубика, который будет стоять со мной на лайне. Во-вторых, мы забираем руну. И еще и при этом Скаймага отправляем в таверну. Половина второго левела у нас практически имеется. Видимо, лайн будет веселый. Сейчас печально то, что у Несса нельзя выбирать аспект на смену дня и ночи. И поэтому мы вынуждены лайн стартовать именно дневной отыгровкой. То есть мы не можем включить себе ночь, не можем за первые там пачки крипов побороться, как-то задоминировать, вынуждены терпеть. Это, конечно, печальный момент. Зато потом, когда наступает ночь, вы уже чувствуете себя королем. Самое главное, короче, слишком много преимущества не отдать в начале, чтобы потом не было тяжело и при наступлении темноты. И вот сейчас достаточно важный игровой момент, потому что, смотрите, сейчас со мной решил поразмениваться антимаг. Но я понимаю, что поскольку у меня маны уже нет, ее только тупо 0, он мне дополнительный урон выжиганием не наносит. А у меня присутствует, огромнейшая полуторная такая пачка крипов, которая помогает бить лицо антимагу. И изначально, хоть он начал на выгодных для себя условиях, практически фуловый, да, по итогу данной стычки мы выходим, скажем так, в более выгодном положении, поскольку, если в количественном плане говорить, то ХП гораздо больше антимаг потерял, чем и еще и Рубик убил Скаймага, дополнительно тоже опыт заработал, Динджата заработал и так далее. Плюсом антимаг вынужден сейчас Крипсонов увести достаточно далеко к себе под тавра, и мы фришно вот здесь вот занимаемся, так сказать, КСом. И хпшечку себе порегеним, и голдишку заработаем, и дополнительных крипов ему заданаем. Короче, по итогу очень даже неплохо получилось лайн поставить. Так вот, в идеале и дожидаться ночи. Вот просто будем терпеть. Ночь начнется, и мы будем охотиться. Таким вот образом, примерно на равных мы дотягиваем до 3-й минуты. И здесь очень хороший момент создал Рубик. Но я из-за того, что плохо играю за НС, это моя там вторая катка, я его не заметил. Он, видишь, понял, что Скаймаг потерял позицию, кинул его в меня, еще и гранатку ему сверху добросил. Рубик легенда. И какие же огромные куски! Наша автоатака просто обычная сносит ватному Скаймагу. Ты это видел? Но не знаю, чел буквально за несколько автоатак растворился. Это, конечно, гига приятно. Вот, если бы я играл за НС больше, я бы знал, что мы можем настолько сильно агрессировать и вот не делал бы такой лоу-скильный стрейф вниз. В тот момент, когда Рубик, в принципе, нам Скаймага под ноги-то и кидал. И вот, дамы и господа, наступает ночь. Я чувствую, что готов убивать просто противничков. Вот такую вот тычечку бесплатную выдаем Скаймагу. Посмотри на эту скорость автоатаки. Боуш, да он ни одного крипа. Эй, ты что, ни одного крипа у меня он больше не заберет на этом лайне. Я не знаю. Вот ночь, это, конечно, время наше. Тут не поспоришь. Ради этого за НС и можно играть. Но ты посмотри, как же комфортно становится тебе на карте присутствовать. Так, стики нажимаются, поднимается антимаг, хорошо. И нам даже мана не нужна в этом плане. Просто нажимаем W Скаймага и посмотри, что мы с ним делаем. Просто автоатаками ломаем лицо пацану. Вот такая вот ульта залетает от Зевса, на самом-то деле вкусная. И, кстати, да, то, что раньше было у НСа только за счет шарда, теперь просто встроено в третий скилл, да. У нас теперь с КДшечкой во сколько там на первом левеле? В 39 секунд имеется возможность съесть крипаса. Кстати, на катапульту тоже работает, вы катапа можете съесть. При этом вы регените хп, регените ману, и, это, я не знаю, это невероятное ощущение. На самом-то деле очень мощно то, что они так сделали. Прикиньте, раньше надо было шард покупать. Ну да, вы сейчас не можете съесть с древнего крипа, а раньше могли, но тем не менее. Данный спел, кстати, работает только ночью, насколько я помню. Днем вы съесть крипаса не можете. Но, тем не менее, учитывая, что теперь это просто бесплатная вот такая возможность имеется, все равно чувствуется флекс. Так, нападение на Скаймага. Немножечко тут решил я подвыйти, потому что понимал, что как только он выйдет из радиуса моего второго спала, он будет нажимать в меня кнопки, поэтому все-таки не перенаглел здесь. Рубик добил Скаймага, и мы отлично проводим, так сказать, и данную стычку тоже. За НС можно очень сильно быковать, очень сильно наглеть, если вы знаете, что нету стана у противника. Замедление не в счет, потому что вы очень быстрые, у вас еще фейзы появляются. Ну и вы сами видите, насколько можно, я не знаю, просто токийский дрифт устраивать. Вы бегаете лево-право, право-лево, вас никто нагнать не может, вы можете на своих условиях входить в файт, выходить из файта и так далее. Понятное дело, да, супер критично будет стан в это время словить, но если, опять же, стана нет, то
все у нас по итогу чики-пики получается. Снова находит здесь очень хорошую для себя возможность Зевс ультануть, убивает на миде темпларку, еще и добивает антимага, которого мы раскоцали вместе с Рубиком. Ну, видите, насколько много импакта просто по итогу получилось выдать. 2-0-4 счет, 8 минута, у нас достаточно неплохой нетворчик. Скоро появится, кстати, Сабля. Сабля — это манреген, и в сумме с третьим спылом, который мы можем ночью нажимать, я не знаю, НС превращается в такую невероятно мощную фарм-машину, которая в рамках ночи может неимоверный еще импакт вносить. После чего покупаем блинк, и для саппортов игра как будто бы заканчивается на очень долгое время. Да, посмотри, насколько же вкусно мы можем подходить. Вот жрать большого крипа, например, вот этого большого носорога. Большого Кадоя, там, кто он, я не помню. Короче, большого синего Крипсона. Синюшного. Игру на НС еще, знаешь, что подогревает? Такие дофаминовые качели, когда после летней терпешки, дневной, начинается ночная охота. Выход на антимага. Пытаюсь нажать на него кнопочки, и посмотри, как же много депаса. Еще и полет нажимаю, чтобы точно не упустить просадчика, даже если он успеет блинкануться. И как будто бы игра для антимага закончилась. Я не знаю, 9-я минута, он просто не может ни на лайн выйти. Очень неудачное время для следующего канга на Рубика выбрала вражеская команда, как раз таки под ночь. Ну и все, и пощель НС набивать лицом. Ну, то есть, видишь, Бейн просто не может ничего сделать. Я нажал ультимейт, я нажал второй спел и с автоатаки затыкал бедолагу до смерти. Как раз таки, кстати, к 15-й минуте у нас очень неплохой нетворс, поскольку я не отвлекался на всякую ненужную деятельность, нафармил себе блинк, он мне уже в куре должен где-то лететь, подлетать. И занимая топ-3 позиции по нетворсу нашей команды, как будто бы сейчас, ну, должна без шансов вообще доминировать. Можно как будто бы даже все Т2 вышки ломать совершенно спокойно. По крайней мере, мы так думали. На это был расчет. И как только долетает блин, сразу мы его реализуем через Каймак. И несмотря на то, что один раз все-таки я завернул не туда, меня нашли в пятером, наказали за слишком агрессивный гейминг, все равно под ночь на НС, опять же с блинком, хочется, ну, вообще не останавливаться в своих каких-то пикофах. Вот сейчас просто, ну, загулял Скаймак, понятное дело, через телепорт мы его убиваем, и сразу же после этого убийства бегу куда-нибудь в тройку, отхватываю территорию, и благо вот на варде замечаем темпларку. Она, кстати, еще и крипов била, что на самом-то деле ошибка с ее стороны, поскольку я только что в центре, в ее тройке, захватывал смотрителя. Не знаю, на что был расчет на пларочке. Ну и под ДДшкой вместе с Жекеросом просто такой фришный килл здесь нагулим. Очень много депаса, очень много прессинга по, я не знаю, команде оппонентов. И опять же, очень много фарма. То есть, посмотри, бесконечно бью крипов. И это не может не радовать, что нетворсик у нас топ-2 позиция на мапе. Даже больше, чем у Зевса союзного, который вообще офф-аккаунтом что-то стоит, крипов бьет. Как бы мы тоже этим занимаемся, но еще в перемешку с поеданием крипсонов, да, то есть быстрее можем забирать. И как раз-таки параллельно с убийствами. Замечаю здесь панду. Как будто бы хотелось его подубить под ультимейт Джекероса. Но, во-первых, он его поздновато постелил, как по мне. Это первое. А во-вторых, я не знал, что у панд, посмотри, панды, когда они раскладываются, ну, урон что-то вообще какой-то неимоверно космический. Я в моменте вообще прифигел. То есть настолько большой у меня нетворс. Панда, по сути, конечно, отстает на 2,5 кейсика, но это какой-то неадекватный депос. Просто неадекватный депос с пандарена вылетает, а у него, оказывается, агоним присутствует. Видимо, он как-то супер сильно раскачивает данный ультимейт. Увеличивает максимальный текущий уровень на 1, что усиливает воинов и их заклинания. Все 3 воина появляются с эффектом подпития. Ну, короче, да, видимо, агоним на панду какой-то прям жесткий скейлинг дает, особенно если он появляется, он второй. Ну, можно считать полуторной шмоткой в инвентаре у панды. И я, конечно, в моменте вообще прифигел с депоса. Буквально за один стан зеленой панды у меня пол хп улетело, а дальше я и убежать да не смог. И вообще никак не выживал, оказывается, в том игровом моменте. Это было неожиданно, и это немножечко нас, конечно же, нашу спесь подсбило. Но намечается еще один файтик. Как раз таки я понимаю, что ультимейта у панды больше нет. Он уже нажимал свой ультимейт, а у меня появляется как раз таки гарпун. Ну и вот про что я и говорил. Бейн поиграл в доту, как говорится. Здесь я понимаю, что темпларку должны без меня убивать, поэтому сразу же летим дальше за пандой. Не хотим здесь ее вообще никак отпускать. Вместе с Рубиком добиваем, и остается просто булочка на Скаймаге. Ну я не знаю. Как же приятно играть за Болонара. Как же это вкусно, как же это кайфово. Ты просто летаешь по мапе вампиром под ультимейт. И всех жрешь, ты всех просто выпиваешь, всю их кровеносную систему аннигилируешь. Никто не хочет нажимать ТП наверх, помогать нашему Зевсу. Ну и ладно, как будто вы убили 4 противничков на бот-линии, еще и панду загасили как раз-таки.
в момент КДшки и ультимейта. То, что нафидил Зевс, это, конечно, ладно, но вот, блин, у Самта Джелли 700 голды для антимага, это неплохая такая подпорочка, подпиточка. У него уже просто за счет одного этого килла, за счет того, что он в целом на топе пофармил, поиграл, его никто не трогал. Третий нетворс уже получает. Из грязи в князи, как говорится. Ну, для антимагича это, конечно, неплохо, но плохо то, что у нас ВК в это время также качается. И очень неплохо, что мы имеем топ-1 нетворс нашей команды. Решил здесь выйти в алибарду, поскольку приятно, как по мне, выключать автоатаку что темпларке, что антимагу, и она еще достаточно быстро у меня появится. Не знаю, как будто бы супер-гига неприятно противничкам будет против меня в этом плане играть. Если хотя бы 2 есть кора у противника, которые вот с автоатаки накидывают депос, то алибарда вроде бы ошибкой не должна быть. Ну и опять же, это дополнительная выживаемость для меня. В целом неплохо она собирается, приятненько, нормально. Ну и вот таким вот образом, толкая топ-линию, фарма крипчиков, в очередной раз вижу момент для врыва. Антимаг подставляется под наших саппортов, и как будто бы слишком отчаянно у него блинк в противника пошел. То есть на его месте, если бы я увидел ульту Баланара, если бы я просто почувствовал, что настала ночь, я бы ТП нажимал на базу. Ну и все, видишь, да. Поймали Бейна. По идее, можно еще и с пандой немножко поиграть. Если хватит депоса за сайленс убить, то можно будет и дальше остаться. Но, естественно, здесь депоса не хватит. Поэтому я решил подвыйти. Тут меня все нажимают противнички. Скаймак еще не дал мне сажать крипасана, кстати. Из-за этого я сейчас должен отправляться в таверну. Да, меня подняли в Юла пандаренские. Грамотно опустил тоже вовремя, чтобы у меня блинк на КД остался после получения депоса. Ну и вот, я, короче, да, планировал после сайленса съесть крипа, но из-за того, что птички Скаймага там как-то уешно продамажили, видимо, второй спел у меня залетел, крипаса я не съел, но на самом-то деле, даже если бы я успел съесть Крипсона, скорее всего, тоже бы откис. Но видишь, мы это еще все делаем абсолютно без помощи нашего Керича, всего лишь в 6 убийствах на мапе он поучаствовал. Да. Поэтому может быть тяжеловато. То есть, если любой файт мы принимаем 5х5, то мы его без шансов здесь побеждаем. Но ВКшка отталкиваться, отвлекаться от фарма тоже здесь как-то не хотел. Ну и плюс, опять же, он бот-линию сплит-пушит постоянно. В целом нормально. Для нас время это неплохо. Хочется как будто бы даже алибарду добить. После этого уже можно поактивнее, погэмблить. На 25-й минуте также с командой вышли на терзателя, но что-то посмотрю, у нас депоса по нему как будто бы вообще нет. Еле-еле мы его осилили, практически потеряли 2 саппортов, там на лоу хп все вышли. На самом-то деле для меня это было неожиданностью, что мы вместе с Зевсом, вместе с Джакира не можем осилить терзателя. Йоу, это было как-то максимально душно и неприятно. Также за счет ультимейта Зевса мы понимаем, что вражины на Рошане, но почему-то ВК слишком поздно телепорт нажимает, прыгает антимаг в нас. Я не знаю, что он творит, какой это просто ботик, или это тильт. Ну, решил, что можно просто нас отвлечь, и он отдался нам, нашей команде, за Рошана, чтобы вражеская темпларка, а именно игрок Чиназес, подобрал Аегис. Ну, такой сомнительный на самом-то деле, как будто бы не стоило того, если честно. Потому что, ну, блин, Аегис на темпларке, конечно, есть, окей, но что он будет делать, после того, как мы его убьем до важно? Мне кажется, это для нас не особо проблема. Окей, хорошо, антимаг решил сделать такую вот вещь. Я понимаю, что пока я под хостой, я могу поагрессивнее поиграть. На ультимейте прыгаю куда-то в No Vision, замечаю Скаймага. Выдается слип от Бейна, но из-за того, что в меня была нажата кнопка, наша команда справляется с убийством Скаймага и без меня. Здесь добиваем Бейна как раз-таки, идем на темпларку. Вот и ее Эгис должен подходить к концу. Панда, понятное дело, сейчас как-то хочет убить моих саппортов в бэклайне, раскладывается на различные свои ультимативные формы. И после того, как мы выбили Аегис, после того, как панда разложилась, конечно, хотелось бы здесь улететь. Нажимаю алибарду в темпларочку, что не может быть, как будто бы спас себе несколько сотен хпшки. Я не знаю, невероятно душно под этой пандой играть. Я, кстати, знаешь, что еще забыл в моменте? Что новая переработанная сабля, ее же можно в деревья нажимать. Я бы мог на гарпуне себя подтянуть к какому-нибудь дереву и гораздо меньше депса здесь получить. Ну просто ВКшка мне не помогает, братишка. Ну ты посмотри, как много времени я здесь выиграю. Я хочу жить, я не хочу умирать, помоги мне. Неужели? Справился, выдал стан в темпларку и тем самым, соответственно, уже заставил их отступить. После того, как мне начали пробивать лицо достаточно большим количеством физического депоса, я понял, что если я соберу кирасу, как будто бы умирать я здесь вообще не должен буду после этого. Ну, то есть, понятное дело, да, там все еще остается проблемой с Скаймаг с его большим магическим депосом, но не то, чтобы он в меня может свои какие-то кнопки нажимать. Как раз-таки, видишь, сейчас после телепорта сразу я понимал, что Скаймаг будет на топе, сразу же подхожу к нему, хочу его наказать за ошибку, за неуважение ко мне. Соло ВК, молодец, легенда. Без него бы не получилось сделать данный килл, похлопаем ему, ребята. Не зря фармил всю игру.
let's go, долби, копти. Ну, я не знаю, максимально неприятно, конечно, когда вот так вот подходит и просто твою добычу у тебя на глазах воруют, а ты ничего не можешь с этим сделать. Потому что в ВК, конечно, скрита там очень много депсов в моменте носит. Ну, то есть я и ГОСТ разрядил, и в целом позицию Скаймага поломал тем, что вот он на крипах остался, думал, что я его не убью, а я его настиг. Ну и да, по итогу получилось не очень. Здесь прыгаем в темпларочку, как будто бы без шансов она должна здесь откисать, еще и Зевс помогает своим нимбусом. Но подходит Пандарен, вонючий Пандарен подходит, не хочет отдавать своих чаров. Пытаемся пожить, ультимейт нажимаю, надо улетать, надо было сразу вниз лететь, но на яичках возвращаемся обратно в антимага, чтобы он, во-первых, ульту не кастанул, во-вторых, чтобы ТП не нажал. И под постель от Джекироса, под его станчик антимаг умирает. Ну вот видишь, чувствовать надо героя, чувствовать надо Найтсталкера, подлетел, улетел, импакт создал, отличный БКБ от ВК. Но почему-то не нажимается тэп-аут. Почему-то прыгается дальше. Райс Кинг. Легенда. Легендарный игрок. То есть нажал БКБ, чтобы выжить, окей, но почему ты потом просто не ушел на Е, почему ты не нажал тэп-аут? Непонятные какие-то мувы с его стороны были произведены, ну да ладно. Продолжаем фармить дальше. Почти у меня оказалась Кераса в инвентаре. Я не знаю, как будто бы с ней я могу вообще безнаказанно абсолютно находиться в файте. И несмотря на то, что меня там где-то будет бить интимак или темпларка, я должен, знаешь, так почесываться просто и говорить, что происходит, как какой-нибудь орк, как какой-нибудь тролль, огр, которого за бочиской ковыряют. А это, оказывается, ножички вражеских дворфов, я не знаю. Ну, вы меня поняли. Пофармив еще немножко и пропушив топ-лайн, я дофармил себе, соответственно, Керасу. Но только сейчас я заметил, что я мискликнул на артефакте. Я хотел продать брейсер, но, выставил на продажу Керасу, которую только что купил. И Кура забрала ее как раз-таки перед файтом. Я думаю, что я сейчас невероятно сильный, что я с Керасой просто прыгаю куда-то там в бэклайн к противничку. Понимаю, что Скаймага здесь могу, ну, по крайней мере, если не оставить, то как минимум сломать ему позиционку и прокосать. Мне немножко помогают. И вот я такой довольненький, немножечко вылетаю. И вот в моменте такой думаю, я ж купил Кераса, а чё мне так больно каких-то физических тычек? Почему я вот практически умер здесь? Типа, чё за фигня? Вот даже алибарду заставили меня нажать. Такой, типа, чё происходит? Почему? А чел Керасу просто продал. Ну, гений игры, ничего не скажешь. Топ-1 Баланар in the world. Я не знаю, это какой-то мем. И вот я только сейчас заметил, что я продал Керасу. Так, ну что ж, купил себе Керасу уже во второй раз. Еще раз ее нафармил себе. Отлично. И сейчас должен намечаться последний файт. Значит, противники решили синициировать, несмотря на то, что у них в таверне сидел антимейдж. И вот видел, в меня в моменте залетела тычка темпларки, но как будто бы я ее вообще не почувствовал. Убивают Бейна за счет БКБшки нашего ВК. И я вижу свою любимую курочку гриля, понимаю, что ГОСТа у него больше нет. И прямо на газах, на полных скоростях к него упарываюсь, просто чтобы съесть, чтобы отведать KFC. Ну и без шансов. Я не знаю, прикинь ты Скаймаг в этой катке. Ну вот просто весь матч, все 35 минут я в него упарываюсь, и он ничего сделать со мной не может. Ну и то же самое с Бейном. Там, кто подставится, тот и будет съеден. Ой, это, конечно, супер забавно, это супер приятно. Не знаю, за Баланера играть таким вот образом, это кайфы. И это кайфы лютые. Понимаю, что здесь антимаг должен отправляться в таверну, но вот видишь, все-таки успел выжить немало. Надо было заранее нажимать второй спелл, не дожидаться, пока у меня она полностью закончится. Ну и тем самым образом каточка была выиграна. Не знаю, достаточно чильная, понятное дело, что на лайне все достаточно хорошо пошло, но по итогу получилось кайфануть. Если бы Керас еще не продал, было бы гораздо флексовее, был бы топ-2 Networks. Смогу купить себе еще какой-нибудь Алой Блинк, вот тот же, да, под конец файта, и вообще без шансов противничков разнести. Ну, не знаю, как будто бы сейчас Баланар такой один из супер метовых троек, в принципе, один из метовых персонажей. Поэтому такие вот дела, народ. Быстренько показываю вам послематчевую статистику. На этом видео заканчиваю, народ. Всем удачи, всем прогрессивной доте, всем пойдемте ММР, всем на сегодня. Пока!